Кету в Накшатре Макха и прошлая жизнь. 10-я Накшатра Макха расположена в знаке Лев. Планетарный владыка Кету, главенствующее божество Питри, предки. Символы Накшатры: трон, паланкин. Главная звезда Регул в древних культурах почиталась как божественное сосредоточение силы, и трон. Это ярчайшая звезда, также известна под названиями «Маленький царь» или «Маленькое солнце». Главенствующее божество Питри. Питри – праотцы человечества, которые направляют своих детей в правильное русло. Но для того, чтобы они поддержали, необходимо попросить у них внутреннего совета и осуществлять им почитание. ДНК или генетический код является подарком от предков, в котором заложены здоровье, таланты и способности. Планетарный владыка Кету. В Кету находится семя созидания, и он содержит историю индивидуальной жизни, прошедшую многие воплощения. Символ Кету – это флаг, который связан с высоким положением, славой и авторитетом. И это высокое положение в настоящем заработано достойными поступками в прошлой жизни. Макха означает «великий» или «могущий». Способности Макхи связаны с кармой прошлой жизни. Символы трон – паланкин. Трон символизирует, что человек должен стать следующим поколением, которое сядет на этот трон и выполнит законный долг, который его предки хотят, чтобы он выполнил в мире. Трон показывает, что человек унаследовал гены, богатство, статус, имущество или знания от своих предков. А символика паланкина подразумевает, что значимую персону переносят другие люди. Животное Накшатры – крыса. Самцы крыс являются самыми сексуальными животными. Они размножаются с быстрой скоростью и могут даже умереть во время секса, потому что они не контролируют свое сексуальное влечение. Крысы также считаются самыми умными животными, которые способны находить выход из лабиринтов, запоминать маршруты и выполнять сложные многоэтапные задачи, и обладают особой любовью к чистоте. В прошлой жизни у человека было величественное поведение. Он был среднего роста, имел большой нос, и его верхняя часть тела была подобна льву. Был склонен к набору веса, так как любовь к еде была его проблемой. Когда он находился в сильном стрессе, еда для него была утешением. Он мог выглядеть спокойнее, чем был на самом деле. Был эмоциональным и философски настроенным. Но иногда его заносчивые манеры могли способствовать непониманию в обществе. У него была особая интуиция. Он слышал внутренний голос, который доходил от его предков. Он равнялся на своих предков и гордился чувством принадлежности к роду. Понимал, что его духовный путь связан с тем, чтобы совершать правильные поступки здесь и сейчас по отношению к своей семье. Он с рождения знал, чего хочет достичь и кем стать. Он всегда строил долгосрочные планы. Его жизнь была связана с землей предков, с недвижимостью и родовой собственностью. Он занимался бизнесом для того, чтобы прокормить свое будущее поколение. Ему необходимо было убедиться, что прививает детям хорошие качества, отправляет в престижные школы и обеспечивает лучшее будущее. Человеку нравились большие семейные посиделки, щедрая еда и домашняя обстановка. Он хотел видеть, как его дети процветают. В нем была заложена ДНК воспроизводства. Его слабостью был противоположный пол. Неистовая сексуальность служила ему как для размножения, так и для отдыха. Для него важно было расширение своего рода, и у него были большие ожидания от потомства, такие как обретение известности и славы. Ему необходимо было испытывать чувство гордости за свою семью. Для него были важны деньги, приумножение сбережений и иметь возможность в многочисленных слугах, которые обеспечивали комфортное существование его семьи. В доме имел красивое кресло, напоминающее трон, в котором любил проводить время. Он следовал традициям и семейным ритуалам, имел славу и признание за свою работу, управлял всем, но ему не хватало времени на себя. Он не мог прожить просто жизнь для себя, так как с его руководящим положением он был не свободен, чтобы взять просто отпуск. На нем была большая ответственность. Был великодушным к тем, кому меньше повезло в жизни, и соблюдал морально-этические нормы.
Макха имеет статус королевской накшатры, в которой заложено понимание, что король является слугой народа. Суть Макхи – открытие собственной уникальной индивидуальности. Путь познания открывает для человека, что душа столь же царственна, как и трон. Долг Макхи – служить. Несмотря на высоту своего трона, Макха является 10-й накшатрой и, подобно 10-му дому, связана с карма-йогой, которая позволяет исполнить долг в этой жизни. Лекарственные средства, уважительное отношение к старшим и почитание предков. Исполнение церемоний способствует получению благословения из мира предков. В одежде полезно носить королевские цвета, оттенки золотого, красный, желтый и черный. Сидение на стуле с высокой спинкой, как в кресле руководителя, будет напоминать о долге перед этим миром и предками. Наличие медной статуэтки орла на юго-западе или северо-западе поможет уверенно следовать долгосрочным целям. Профессии. Выдающиеся личности, которые облачены властью. Аристократы, короли, правители, чиновники, менеджеры, администраторы, банкиры. Хранители традиций и древних знаний. Оккультисты, генные инженеры, музееведы, антиквары. 4 пады Макхи. Овен. Для человека будут важны отношения, и он не захочет оставаться в одиночестве. Он захочет быть с кем-то, кто поможет почувствовать себя счастливым. Это начало духовного путешествия в материальный мир. Телец. Человек будет искать настоящий смысл жизни. Это может отдалить его от семьи и богатства. Он будет испытывать чувство вины за предоставленные удовольствия, поэтому необходимо научиться не чувствовать себя виноватым на материальном пути жизни. Близнецы. Человек будет стремиться получать больше знаний, и ему важно будет говорить и передавать мудрость. Может немного быть потерянным в своем мире. Он начнет задумываться о своих потребностях и на интеллектуальном уровне их принимать. Рак. У человека возникнет желание власти, авторитета, славы, и он станет очень практичным. Но в глубине души будет ждать эмоциональной любви и поддержки. Человеку нельзя позволить материализму поглотить его, так как это может отнять остроту мышления.